Валар Моргулис, друзья! Данное видео будет продолжением серии роликов об истории мира Игры Престолов и посвящено оно Андалам, народу, который сыграл важнейшую роль в истории Вестероса. Но перед началом рассказа несколько слов о спонсоре видео. Это канал Академия Покера. Хочу сразу уточнить, что они не являются площадкой для игры в покер и не имеют никакого отношения к казино. Они занимаются лишь обучением. Если вы уже умеете играть в покер или лишь хотите научиться, то вам определенно стоит заглянуть на их канал. Там очень много интересного контента по покерной тематике. На данный момент они лучший канал, посвященный покеру. Ссылка будет в описании. Кому интересно, переходите после просмотра ролика. А мы возвращаемся к истории андалов. Андалы происходят из земель Секиры, что лежат к северо-востоку от современного Пентаса. Хотя в течение многих столетий они были кочевым народом, который не задерживался подолгу на одном месте. Из самого сердца Секиры, большого подковообразного куска суши, окруженного студенным морем, они переместились на юго-запад, чтобы создать Андалас, древнее государство, которым они правили до того, как пересекли узкое море. Андалас растянулся от Секиры до нынешнего Бравосского побережья, а на юг до равнин и бархатных холмов, то есть на территориях, которые ныне делят вольные города Бравос и Пентас. С собой андалы принесли железное оружие и доспехи из железных пластин, против которых обитавшие в тех землях племена мало что могли сделать. Одним из таких племен были волосатые. Их самоназвание потерялось, но их еще поминают в некоторых пенташийских хрониках. Пенташийцы считают, что то были родичи жителей Иба, и хроники Цитадели в основном с этим согласны, хотя в одних утверждается, что волосатые заселили Иб, а другие, что волосатые впервые появились именно на Ибе. Тот факт, что андалы ковали железо, некоторые полагают доказательством того, что ими водительствовали семеро. Сам кузнец обучил их этому искусству. Именно так учит Священное Писание. Но к тому времени райнары уже были развитой цивилизацией, и они тоже знали железо. Так что требуется всего лишь изучить карту, чтобы понять, что древние андалы должны были сноситься с райнарами. Темноводная и Нойна лежали прямо на пути андальских перемещений, а в Андаласе, согласно норвскому историку Доро Галатису, есть остатки райнарских застав. И то были не первые люди, научившиеся у райнаров работе по железу. Говорят, что даже валерийцы учились этому искусству у них же, хотя валерийцы со временем их превзошли. Андалы пребывали в Андаласе тысячи лет, число их умножилось. В старейшей из священных книг «Семиконечной звезде» сказано, что сами семеро ходили среди людей на холмах Андаласа. И это они короновали Хугара с холма и обещали ему и его потомкам великие королевства в чужой земле. Именно этой причиной септы и септоны объясняют, почему андалы оставили Эссос и бросились в Вестерос. Однако хроника, обнаруженная Цитаделью спустя столетия, может дать лучшее объяснение. Пару столетий, пока андалы процветали в холмах Андаласа, до них почти никому не было дела. Но с падением Старого Гиса из Республики Валирии поднялась великая волна завоеваний и колонизаций, когда валирийцы расширяли свои владения и жаждали больше рабов. Поначалу Ройны и Райнары стали преградой. К тому времени, когда валирийцы достигли Великой реки, они обнаружили, что пересечь ее довольно трудно. Драконьи лорды могли об этом не беспокоиться, но пехота и конница были обескуражены, столкнувшись еще и с сопротивлением райнаров, учитывая то, что райнары тогда были столь же сильны, как Гис во времена своего расцвета. Между валирийцами и райнарами несколько лет сохранялось перемирие, и лишь оно пока хранило андалов. В устье Ройны валирийцы основали первую из своих колоний. Здесь несколько богатейших людей республики основали Волантис, чтобы забирать все ценное, что плыло вниз по Ройне. Из Волантиса их завоевательные войска перешли реку со всей своей мощью. Первыми с ними должны были сразиться андалы, и райнары могли даже помогать им, но остановить эту волну было невозможно. Так что, вероятно, андалы решили, что лучше бежать, чем неизбежно оказаться в рабстве, которое несло с собой валирийское завоевание. Они отступили к Секире, краю из которого произошли, а когда это их не спасло, то отступали дальше на северо-запад, пока не дошли до моря. Должно быть, некоторые на этом сдались и покорились своей судьбе, другие приняли свой последний бой, но многие сели на корабли и в огромном количестве отплыли через узкое море к землям первых людей в Вестеросе. Из-за валирийцев андалы не получили в Эссосе того, что обещали им семеро, но в Вестеросе они были свободны. Распаленные стычками и бегством, воины андалов вырезали семиконечную звезду на своих телах и клялись собственной кровью и семерыми, что не успокоятся, пока не создадут свои королевства на закатных землях.
Их успех дал Вестеросу новое имя – Раэш-Андали, земля андалов, как теперь называют его дотракийцы. Септоны, певцы, а равно и мастеры соглашаются, что первым местом, где высадились андалы, были персты в долине Арен. Вырезанные семиконечные звезды покрывают скалы и камни по всей этой области. Обычай, который в конце концов вышел из употребления по мере продвижения андальских завоеваний. Точное время андальского переселения в Вестерос неизвестно. Так, в истинной истории указывается дата 4000 лет назад, хотя мастер Денстон считал, что это произошло лишь 2000 лет назад. Многие неканонические источники упоминают 6000 лет, возможно в связи со словами Кэтлин Старк о том, что Алиса Арен жила 6000 лет назад. Впрочем, этот срок совсем уж невероятен, поскольку помещает переселение андалов во времена до основания Валирии. Пройдясь по долине огнем и мечом, андалы начали завоевание Вестероса. Стоит отметить, что в то время в долине существовало несколько малонаселенных и разобщенных королевств первых людей, которые не только не сумели дать отпор захватчикам, но даже способствовали перевозке их армии через узкое море, рассчитывая использовать восточных воинов друг против друга. Однако андалы предпочитали захватывать земли в долине и утверждать там свои королевства. Железное оружие и доспехи андалов превосходили бронзу, которой все еще воевали первые люди, и многие из первых людей пали в этой войне. То была война или цепь из многих войн, которая, вероятно, длилась десятки лет. В конце концов, некоторые из первых людей смирились. В долине до сих пор еще есть дома, которые гордо объявляют себя потомками первых людей, такие как Редфорты и Ройсы. Певцы говорят, что андальский герой Сир Артис Арен оседлал сокола, чтобы убить короля Грифа на вершине копья гиганта, положив тем самым начало королевской линии дома Аренов. Это глупость, однако является уродливым смешением подлинной истории Аренов и легенд, пришедших из века героев. На самом деле короли Арены заняли место горных королей из дома Ройсов. Последний король из дома Ройсов, Робар II Ройс, сумел объединить первых людей и разбил несколько андальских вождей. Но Артис Арен в битве, названной Битвой Семи Звезд, победил его, утвердил свою власть над долиной и стал первым королем горы и долины. Современные Арены считают себя его потомками. Кланы с лунных гор явно являются потомками первых людей, которые не преклонили колено перед андалами и таким образом были вытеснены в горы. Кроме того, в их обычаях имеется сходство с такими обычаями одичалых из-за стены, как похищение невест, упрямое нежелание подчиняться чужой власти и тому подобное. Одичалые же бесспорно происходят от первых людей. Закрепившись в долине, андалы обратили свое внимание на остальной Вестерос и вырвались из кровавых ворот. В последовавших войнах андальские искатели приключений превратили старое государство первых людей в собственные мелкие королевства и дрались друг с другом так же часто, как и со своими врагами. Говорят, что в войнах за Трезубец 7 андальских королей объединились против последнего истинного короля рек и холмов Тристофера IV, что вел родословную от первых людей, и разбили его в битве, которая, по утверждению певцов, была для него 100-й по счету. Его наследник Тристофер V оказался не способен защитить отцовское наследие, и вот так королевство пало перед андалами. В эту же эпоху андал, оставшийся в легендах как Эрек Братоубийца, достиг великого холма Высокого Сердца, который венчала роща могучих чардрев с вырезанными на них ликами. Здесь, под защитой королей первых людей, дети леса ухаживали за рощей из 31 чардрева, если верить манускрипту старое место трезубца архимейстера Лорента. Когда воины Эрега попытались срубить деревья, дети леса призвали на помощь первых людей, но андалы были слишком сильны. Хотя дети и первые люди доблестно пытались защитить священную рощу, все они погибли. Сказатели теперь утверждают, что призраки детей все еще бродят ночами по холму. Речной народ по сей день остерегается этого места. Как и первые люди до них, андалы показали себя жестокими врагами оставшихся детей. На их взгляд, дети поклонялись чуждым богам и держались чуждых обычаев, так что андалы изгнали их из густых лесов, некогда отданных им договором. Детям, ослабевшим и обособившимся друг от друга за многие годы, не хватило тех сил, что они некогда выказали перед первыми людьми. И того, что так и не получилось у первых людей, вырвать детей леса с корнем, андалам удалось достигнуть просто и быстро. Некоторые из детей могли сбежать за перешеек, где среди болот и топей они были бы в безопасности, но даже если так, то от них не осталось следов. Возможно, немногие уцелели на острове Ликов.
как пишут некоторые, под защитой зеленых людей, которых андалам так и не удалось уничтожить. Но еще раз повторюсь, никаких твердых доказательств тому не найдено. Как бы там ни было, немногие оставшиеся дети леса бежали или погибли, а первые люди проигрывали андальским захватчикам войну за войной и королевство за королевством. Битвам и войнам не было конца, но со временем все королевства южан пали. Как и жители долины, некоторые подчинились андалам и даже приняли веру семерых. Во многих случаях андалы брали жен и дочерей поверженных королей в жены, закрепляя тем самым свои властные права. Ибо первые люди, несмотря ни на что, были многочисленнее андалов, и от них нельзя было так просто отделаться. За то, что во многих южных замках до сих пор есть богорощи с резными чардревами в центре, следует поблагодарить древних андальских королей, которые сменили завоевание на объединение, тем самым избежав всяких стычек из-за расхождений в вопросах веры. Даже железнорожденные, жестокие воины, бороздившие моря, которые, казалось бы, должны были удержать свои острова, пали под волной андальского завоевания. Ибо хотя андалам потребовалось 1000 лет, чтобы обратить свое внимание на Железные острова, когда это наконец случилось, они принялись за дело с тем же рвением. Андалы захватили острова, прервав род Уррана Краснорукого, чьи потомки правили 1000 лет при помощи меча и топора. Хейрик пишет, что поначалу андальские короли пытались принудить железнорожденных к поклонению семерым, но железнорожденные не приняли новую веру. Тогда завоеватели позволили совмещать ее с поклонением утонувшему богу. Как и на материке, андалы женились на женах и дочерях железнорожденных и заводили от них детей. Но в отличие от материка, вера здесь так и не пустила корни. Более того, ее твердо не придерживались даже в семьях с андальской кровью. Со временем властвовать на островах стал лишь один утонувший бог, а семерых почитали всего несколько домов. Север и один только север оказался способен сдержать андалов, благодаря непроходимым болотам перешейка и древним укреплениям рва Кейлин. Число андальских армий, уничтоженных на перешейке, трудно даже сосчитать. Вторжение по морю на север было пресечено королем севера Тионом Старком, который разбил вторгшихся андальских завоевателей, а после устроил ответное вторжение в земли андалов на Перстах и Эссосе. Нос флагманского корабля Голодного Волка украшал труп андальского предводителя Аргаса 7 звезд. Таким образом, короли зимы сохранили независимость на много столетий вперед. Ночной дозор не принимал никакого участия в борьбе с андальскими завоеваниями, хотя в его рядах было много южан и даже принцев, чьи отцы-короли погибли, защищая свои владения. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!